Всем привет! Меня зовут Василиса Дованкова, и это новости за последние 72 часа. В этом выпуске мы с вами обсудим, что Бритни Спирс пытается выйти из-под опеки отца, что полицейскому, грубо задержавшему Джорджа Флойда, наконец вынесли приговор, а игра «Синий кит», кажется, возвращается. Погнали! Начну этот выпуск с того, что, к сожалению, не у многих детей складываются хорошие отношения с отцом. В том числе потому, что эти самые отцы нередко запрещают что-то своим детям. Потом скажешь мне спасибо. Так, где эта молитва? Все это забывается и сглаживается, когда происходит в подростковом возрасте, но представьте, что делать девочке, которая живет так уже почти 40 лет. Ужас! Я Естественно, устав от гиперопеки отца, она заявила об этом миру. О девочке об этой вы наверняка слышали, потому что ее зовут Бритни Спирс, и она звезда нулевых. В 2008 году, после того, как она уже взлетела на вершину славы, у нее начались проблемы с алкоголем и наркотиками, и психиатры решили, что ей будет лучше под опекой отца. В этом случае под опекой отца понимается то, что Бритни сама не может принимать никаких юридических и каких-то других решений, все за нее решает отец, потому что ее как бы признали недееспособной. Со слов Бритни, жить под такой опекой стало для нее сущим адом. Отец заставлял ее работать, причем работать много гонорары забирал себе. Также она говорит, что отец запрещает ей снимать внутриматочную спираль, это такой прибор, чтобы не забеременеть, и заставляет ее постоянно принимать психотропный препарат литий. Причем это ее недавнее заявление не первый крик о помощи, она даже снимала тиктоки, и когда люди увидели этот тикток, естественно, большая аудитория, видео набрало несколько миллионов просмотров, ей начали писать комментарии типа «Надень в следующем видео желтый топик, если у тебя проблемы, если ты в плену». И что вы думаете, на следующее свое видео она надела таки этот желтый топик. В общем, в том, что Бритни живется несладко уже последние 15 лет, не остается никаких сомнений. Отец просто использует ее, чтобы получать с нее деньги. Подвергнуть смертной казни расстрелянием. Но, увы, пока одних лишь тиктоков и заявлений для того, чтобы с нее сняли опекунство, недостаточно. Певица должна будет убедить в суд в том, что она в состоянии решать сама свои проблемы и в помощи отца больше не нуждается. На самом деле, это дико печальная история о сумасшедшей какой-то славе и вот о том, чем она закончилась. Я очень надеюсь, прям искренне, что с Бритни снимут это опекунство, и она сможет жить свободной оставшуюся жизнь. О следующей истории, думаю, слышали почти все, но на всякий случай поясню. Помните, примерно год назад один американский полицейский грубо задержал преступника, надавив ему коленом на шею, вследствие чего этот арестант, подозреваемый, скончался на месте. Погибшего звали Джордж Флойд, и после его смерти начались погромы по всему США, а также получило начало движение Black Lives Matter. Так вот, буквально несколько дней назад полицейскому, который задерживал его, Дереку Шовину, вынесли приговор. Прямо сейчас поставьте это видео на паузу и попытайтесь угадать, сколько лет заключения дали этому полицейскому. Вот только я коротенько напомню вам, что Джордж Флойд – это не обычный гражданин, если можно так выразиться. У него в биографии есть такие вещи, как нападение на беременную женщину с пистолетом, как употребление и распространение наркотиков, а также несколько других уголовных дел. Вот теперь можете угадывать. Всем, кто оставил комментарий со своей догадкой, огромное спасибо, а теперь я называю эту цифру – 22,5 года. Вы что, с ума сошли, что ли? Именно 22,5 года заключения стоила жизнь грабителя и наркомана. Справедлив этот приговор или нет, решайте для себя сами. Мне кажется, что это немножко перебор, особенно учитывая то, что есть версия, что в крови погибшего на момент задержания присутствовала смертельная доза наркотиков. Ну и раз уж мы уже на такой волне, то теперь самая печальная новость выпуска. В Липецке последовательно друг за другом покончили с собой 3 подростка. Следователи предполагают, что девочки состояли в группах смерти, подобных «Синему киту», который был популярен несколько лет назад. Напомню, что «Синий кит» — это была такая игра, в которую завлекали психически неустойчивых подростков и заставляли их выполнять сомнительные задания. Начинались эти задания весьма безобидно, типа «нарисуй кита на руке», потом «выйди онлайн ровно в 4:44 утра», но последним заданием всегда было одно – покончить с собой. Судя по видео, которое сняла последняя жертва, речь идет действительно о какой-то подобной игре, и, возможно, она не последняя жертва. Мам, привет. Это видео для тебя. Мне разрешили записать последнее видео. Я люблю тебя. И начинается новая волна «Синего кита».
ролью жертвы. Психологи говорят, что в такие игры просто так подростки не попадают. Выбирают именно тех, у кого какие-то проблемы в жизни. Например, натянутые отношения с одноклассниками, те дети, которых булят, те дети, у которых проблемы в семье и тому подобное. Вся эта история и так страшная и необычная, но есть еще кое-что, от чего вы сейчас офигеете. Как обычно в таких ситуациях взрослые ищут тех блогеров, которые могли повлиять так на свою аудиторию и вообще на детей, и поднимают такие настроения в обществе. Кто, вы думаете, снова попал под раздачу? Конечно, Даня Милохин, которого обвиняют в высказываниях типа «я доживу до 23, и если меня ждет крах в карьере, то дальнейшая жизнь не имеет смысла». Я умру 23, я уверен. Либо от передоза, либо захочу сам. Как прокомментировать такое развитие событий, я, если честно, не очень понимаю, потому что, по-моему, всем должно быть очевидно, что расследование высказываний Дани Милохина должно быть последней вещью в этом расследовании. Певице Максим стало хуже. Напомню, что ее недавно госпитализировали с 40% поражения легких. Чтобы спасти певицу и снизить нагрузку на организм, врачи ввели ее в искусственную кому. Однако ее состояние продолжает ухудшаться, и теперь процент поражения легких составляет уже 75%. Причем ковид у Максим не подтвержден, потому что все тесты у нее были отрицательными. Черт возьми, и как ты прикажешь это все понимать? Говорят, что на грань жизни и смерти ее отправила пневмония. Но отрицательные тесты как раз не говорят ни о чем. Я могу вам привести пример прямо из своего ближайшего круга, потому что у моего знакомого тоже было 75% поражения легких, однозначно ковид, однако все тесты у него тоже были отрицательными. Ну а за жизнь Максим сейчас борются врачи, и любую помощь ей готовы оказать фанаты футбольного клуба «Спартак». Все потому, что ее песня «Знаешь ли ты» используется у болельщиков «Спартака» в качестве гимна. Инстасамка не беременна. Ну, я не знаю, я не удивлен. Вот я специально целый месяц игнорила все новости по поводу инстасамки. Как раз потому, что не хотела лишний раз тратить время на демонстрацию ее живота, снимков УЗИ, на которых якобы видно, что она беременна, потому что все мы с вами и так знаем, что Даша нас обманывает. Надо сказать, что она сама всех запутала, потому что изначально она говорила, что набирает вес для того, чтобы потом этот набранный жир откачать и вкачать его в ее пятую точку, чтобы, собственно, ее увеличить. Однако после этого начались бесконечные фотосессии с животом, с подписями «Хорошая работа, Олег» и с беременным смайликом. В общем, как и ожидалось, хайп оказался просто хайпом. Ля ты крыса! И первая версия была правдой. Инстасамка просто хочет увеличить себе попу. Вы уже видели эти мемчики в интернете, что тем, кто не сделает себе прививку, включат отопление дома. Ну а как это часто бывает в некоторых частях нашей страны, сегодня шутка, завтра реальность. Бегите, глупцы! Отопление в ужасную 40-градусную жару с разницей в 2 дня включили в Санкт-Петербурге и Ростове. Такой казус случился из-за того, что коммунальщикам срочно потребовалось прочистить трубы, а сделать это невозможно, если не включить отопление. В результате батареи в доме у ростовчан и санкт-петербуржцев стали раскаленными, но горячей воды в доме у них нет. Magic. В ведомствах говорят: сорян, мы все понимаем, но из-за такой погоды не можем сдвинуть график промывки труб, так что просто потерпите, пожалуйста, совсем немного. Внезапно свою долю хейта ни с того ни с сего огребла Клава Кока. Когда-то давно одного из ее фанатов ограбили прямо перед ее концертом, на что она пообещала этому самому фанату недавно на одной передаче, что она возместит ему цену билета, собственно, подарит новый, с которым он сможет прийти на ее концерт. Тебя обокрали на моем концерте? Да. И ты не попал на мой концерт? Да. Серьезно? Я подарю тебе не один. Однако с этого заявления Клавы прошло 4 месяца, а с потерпевшим фанатом никто так и не связался. Я не хочу пустословить, но уже прошло 4 месяца с выпуска, и до сих пор со мной никто не связался. Сама Клава говорит, что ей в директ на эту тему никто не писал. На самом деле ситуация достаточно странная, потому что таким возмещением цены билета должен был заниматься кто-то типа менеджера Клавы, но уж точно не она сама. Вы можете себе представить, сколько сообщений в день ей приходит в этот самый директ? Ну и в том, что этого фаната ограбили, естественно, виновата не сама Клава. Просто так получилось, что это произошло прямо перед ее концертом, а она решила проявить благодушие и подарить парню новые билеты. Лично мне кажется, что в этой истории Клаву хейтить абсолютно не за что, но и надеюсь, что эта ситуация с фанатом разрешится благополучно для них обоих.
теперь новость о технологической разработке, если можно так выразиться в этом случае. Если вас часто вспоминают и, соответственно, вы часто икаете, перейди до физота. То американские ученые разработали специальную трубочку специально для вас. Это трубочка для питья, используя которую пары глотков достаточно, чтобы забыть об икоте. Работает эта штука так. Трубка эта Г-образная, ее вставляешь в рот, и чтобы через нее попить, требуется такое усилие, которое закрывает надгортанник, и, соответственно, икота у тебя пропадает. Здесь для меня непонятно только одно, что будет проще, просто переждать эту икоту, и она сама собой закончится, или вставлять эту трубку прямо себе в горло, надрываться, испытывать рвотные позывы, но таким образом все-таки избавиться от икоты. Ну а у нас, к сожалению, еще одна жуткая новость. Один 50-летний мужчина на юге Москвы, очевидно под наркотиками, очень сильно избил свою жену, а затем ушел гулять на улицу. Но наказание пришло к нему быстро, точнее, он выбрал его для себя сам. Он, мучаемый чувством вины, очевидно, отрезал себе член и простоял так полчаса до того, как приехала скорая забрать его. Что сейчас с этим мужчиной, остался ли он жив, история умалчивает, ну а мы должны сделать из этой новости только один вывод. Наркотики – зло. А пока кто-то отрезает себе причиндалы, другие делают на них деньги, снимая их на камеру. Это произошло с одним австралийским полицейским, которого застали за тем, что он нюхал кокаин с груди модели Playboy. Естественно, за такую выходку из полиции его сразу уволили, однако этот бывший полицейский не расстроился и резко сменил профессию. Теперь он продает свои фото и видео 18+ на OnlyFans. В общем, судя по тому, за что его уволили из полиции, в принципе, эта профессия вебкамщика не была ему очень чужда, поэтому можно сказать, что парень нашел свое призвание. Ну, в конце выпуска давайте вспомним про Тимати и Екатерину Сафарову. Стоит ли говорить, что после финала шоу «Холостяк» влюбленных мы больше вместе не видели? Более того, известно, что Катя вернулась в Испанию, не пожелав менять свою жизнь ради Тимати. В том числе она не захотела прерывать свое общение и дружбу с футболистом Неймаром, мол, Тимати того не стоит. Однако одно издание подсчитало, что за все время знакомства Кати и Тимати он подарил ей не только славу, а также огромное кольцо, браслет, подвеску и массивные часы. Суммарная стоимость этих украшений составила аж 27 миллионов рублей. В общем, девочка получила то, что хотела. Ну а на этом у меня на сегодня все. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на этот канал и ставить колокольчик. А мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!